Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие события, какие новости, какие движения активов предполагаются на сегодня по доллару, нефти, золоту, рублю, серебру. И посмотрим, какие идеи на рынке имеют место быть. Так, начнем мы с календарика. Событий: индекс потребительского климата Германии снижается. Он снижается больше, чем и прогнозировалось, и предыдущее значение. Но это связано с застоем в автомобилестроении, потому что нехватка полупроводников, компонентов. Соответственно, Германия как лидер в этом вопросе, она, разумеется, оказывается под давлением из-за этого прискорбного факта. Так, далее сегодня 15:30 данные ВВП Соединенных Штатов и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Далее 16:00 симпозиум в Джексон-Холл. Ну и все будет приковано к этому симпозиуму. Завтра объявят результаты, и вот эти 2 дня они получатся, наверное, весьма-весьма волатильными. Так, друзья, давайте посмотрим китайский фондовый индекс CSI 300. Он сегодня проседает. Здесь и ожидания того, что будет сказано в Джексон-Холле. Китайский Центробанк, китайское правительство не очень довольно политикой ФРС и упрекает в том, что ФРС экспортирует инфляцию и вообще негативно влияет на промышленный рост в Китае. Но смотрите, если мы взглянем на такой график, где сравнение выпуска промышленной продукции и розничной продажи в Китае, то мы увидим, что в начале 2021 года произошел отскок, и сейчас и промышленное производство, и потребление в Китае, оно начинает сжиматься и коллапсировать. Ну и здесь, если проводить анализ по интегральным показателям, какой был провал в марте 2020 года и какое было восстановление в начале 2021 года, то получится, что это восстановление, оно не окупило всего того провала, который был в 2020 году во время начала ковида. Ну и, соответственно, мы имеем два ключевых риска. Первый ключевой риск – это выход из-под контроля инфляции в Соединенных Штатах, потому что в этой ситуации действия ФРС могут быть очень решительные. И второй фактор X – это, конечно же, Китай. Потому как все вот эти процессы, связанные с избыточным регулированием, делистинг китайских компаний, пристальное внимание и так далее, это не более чем затаенное цунами, исходящее из внутри экономики Китая, которую начинает штормить. Так, друзья, ну то, что касается Baltic Dry, здесь практически отвесный рост пошел. Судя по всему, в ближайшее время будут вот эти максимумы 2010 года пробиты, и мы попадаем в ситуацию, которая была в 2008 году. Но надо сказать, что здесь еще, скажем так, движения, они, конечно, жесткие идут, но еще жестче движение в той части, которая касается стоимости перевозки контейнеров. То есть это комплексный индекс фрахта, но в отдельных направлениях перевозка контейнеров выросла более чем в 10 раз. Ну и, собственно говоря, если смотреть по Baltic Dry то, что было в середине 2020 года, когда произошел ковид, то здесь как бы, уже тоже получается близко к десятикратному росту. А это, соответственно, издержки. Так, друзья, далее давайте посмотрим VIX, дневной таймфрейм. Вчера он закрылся достаточно низко, в районе, не более чем 18-18,5, в районе 18, чуть меньше. Соответственно, это говорит о том, что пока, по крайней мере, до наступления конференции в Джексон-Холле в 4 часа по Москве, здесь особых ожиданий счастья, роста, волатильности нету. Но мы с вами видим, что здесь на самом деле вот эта формация, которая образовалась на дневных таймфреймах, она указывает на то, что здесь весьма вероятно, что рост он начнется отсюда. Так, это месячный таймфрейм. Сейчас одну секундочку, дневку. Нет, дневной таймфрейм указывает на то, что все пока откладывается и достаточно радужная перспектива, никаких здесь нюансов не прослеживается. То есть идет движение ниже 18-18,5, и, соответственно, если не будет
сегодня скачка, а судя по этому движению его не ожидается, то в ближайшее время все будет весьма благообразно и рынки будут показывать продолжение роста. Ну, по крайней мере, из нефти, то есть месячный таймфрейм там действительно указывает на то, что постепенно происходит крен и разворот в сторону роста волатильности, а дневной таймфрейм показывает, что все вот выстрел произошел очередной, и сейчас все должно благообразно, чинно до середины сентября вот в этом диапазоне колебаться. Но опять не надо забывать, что это рынок, и рынок он всегда несет в себе некую неопределенность, которая может раскрываться. Так, ну а вот индекс доллара пытается расти. Ну и здесь на дневном таймфрейме у нас получается движение в рамках восходящего канала. Соответственно, для того, чтобы вот эта зависимость на рост, которая сформирована, она была сломана, необходим откат и пробой 92,6. Если такое все-таки будет, это было бы чудесно. Потому что снижение индекса доллара это риск он. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Сегодня идет попыточка скорректироваться. Здесь у нас уровень 4450, вот здесь он проходит. Соответственно, если этот уровень не пробивается, все откаты, которые происходят, выкупаются и движение идет в рамках консолидации. Вообще, как бы, может быть, конечно, и такой выпад, но по логике вещей вот эти выпады, они где-то приурочены к 18 числу. 18 число прошло, соответственно, то есть до 18 сентября у нас никаких нюансов, ну, по крайней мере, с точки зрения сложившейся тенденции здесь быть не должно. Ну, а то, что проходит конференция, здесь будет волатильность и наиболее вероятно движение, ну, вот в этом диапазоне 4470 и верхняя граница 4500. Ну, я бы сейчас не делал ставку насчет того, что завтра по факту выступления будет какой-то рост. Здесь скорее все-таки движение в боковике, ну, на фоне того, что завтра пятница, может быть какой-то небольшой задерг вниз. Вот. Но мне кажется, пока для роста здесь особых оснований нету. До следующей недели, а там посмотрим. Опять же, высокая волатильность, привязанная к подобным событиям, она может создавать задерги и вверх, и вниз. Но с моей точки зрения, более вероятно здесь движение в диапазоне вот эти 2 дня. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Ну, вчера все-таки на 72,5 почти сходили. Закрытие. Но закрытие было ниже 72. Но это слишком неприлично прямо так вот отскочить и на 72 сходить. То есть здесь, по идее, должна быть проторговочка в диапазоне 70-72. И, соответственно, вчера мы это увидели. Несмотря на то, что 72 было пробито, потом пошел откат и закрытие было ниже 72. Ну, по нефти логично проторговаться в диапазоне 70-72. Так, ну и вот переходя на часовик, попытка разворота коррекционного отката, цель движения по этому откату находится в районе 71-71,1. Здесь такое движение, оно просто напрашивается само по себе. Ну, единственный какой может быть момент, это задерг вверх, пробой 72,4, и, соответственно, тогда может возникнуть здесь резкий взлет, у которого цель будет, ну, не 75, хотя может быть и 75, но, наверное, 73,4, 73,5. Это будет связано с тем, что будут резать стопы. Вот. Пока больше факторов указывает на то, что должен быть боковик. Она должна нормально проторговаться в диапазоне 70-72. Иначе в ближайшее время будет такой же полет вниз. Так, друзья, далее золото. Золото пока что приказало долго жить. Но, смотрите, с другой стороны, по золоту, в общем-то, вся идея, связанная с ростом золота, с изменением динамики позиций СОТ, она себя практически полностью реализовала. То есть мы на 1807 сходили, но на 1814 не дотянули. Но на то он и рынок, чтобы не попадать полностью в полном объеме во все ожидания. Здесь должна оставаться некая случайность, некая вероятность, которая не подвластна нам. Так, друзья, ну смотрите, здесь на самом деле, да, мы вышли из
того диапазона, который указывал бы на стремительный молниеносный рост золота. Но тем не менее на текущий момент вот здесь проторговочка 1782, 1786. Соответственно, если мы этот диапазон на сегодня удерживаем, то отсюда весьма вероятно разовьется уже сегодня ближе к 4 часам, к 5, коррекционный отскок, у которого первая цель будет это 1794, вот сюда вот. И если здесь она начинает торговаться, следующая цель в районе 1806. Ну, соответственно, здесь если возникает пробой, то у нас весьма вероятно оно затормозится на 1773. Но по золоту сказать, что все здесь, порох закончился, я думаю, преждевременно. Так, друзья, далее серебро, тоже часовик. Давайте посмотрим по часовику. Ну, смотрите, вот, собственно говоря, и граница 23.55, 23.5. Соответственно, либо от текущего значения, либо от этого диапазона весьма вероятно будет разворотная формация и отскок на 23.83, вот сюда вот. Если таки здесь возникает пробой, то здесь уже тогда по серебру движение развивается в район 23.19, вот сюда к этому значению. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, ришечка, часовой таймфрейм. Смотрите, сейчас здесь идет консолидация, соответственно, если в ближайшие час, два, три не будет пробоя значения 163 750, то у нас здесь по факту набора позиций возникает движение, у которого цель 165 150, и потом попытка закрепиться вот здесь в этом диапазоне. Если все-таки здесь будет пробой нижней границы, то соответственно у нас цель движения по РТС будет в районе 163 162 600. А если перейти на секундочку на дневной таймфрейм, то у нас цикл движения, когда мы должны потестить 163 000, он пока не завершился. Соответственно, исходя из дневного таймфрейма, у нас наиболее логичным движение вот куда-то сюда на 162 900, 163 000. Ну а там посмотрим, если здесь начнут выходить объемы на этом значении, то пойдет и более глубокое движение в район 161 000. Хотя мне такое пока кажется маловероятным, надо посмотреть, как вот эта цель будет отработана. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, сейчас 10.06, рынок открылся. Ну, смотрите, по дневочке у нас на текущий момент факторы, которые укрепляли рубль, они закончились. Соответственно, здесь развивается цикл движения, у которого первая цель находится в районе 74,6, 74,75. Переходя на часовой таймфрейм, мы с вами видим, сейчас идет попытка укрепиться по рублю. Ну, на самом деле, здесь вот у нас, если рассматривать сегодняшний день, такой вот боковик намечается 73,88 нижняя граница, и верхняя граница находится на 74,08, 74,12. Соответственно, сейчас, вот в самое ближайшее время, если будет пробит уровень 73,95, то весьма вероятно укрепление рубля произойдет и вот сюда, к этой границе, на 73,95, 73,9. Если здесь пробоя не будет, то произойдет консолидация на уровне 74,08, и мы отсюда уже в первой половине дня увидим движение, у которого цель 74,3 для начала. Если здесь пробой будет, то мы весьма вероятно будем консолидироваться в этом диапазоне. Если не будет шортового выноса по нефти, то движение ниже 73,8, я думаю, маловероятно укрепление рубля. Вот. Но если здесь будет пробой, то мы опять же уходим в паре рубль-доллар вот сюда вот укрепляться в район 73,65. Но такой сценарий мне видится маловероятным. Для этого должно быть резкое движение на укрепление нефти. Пока такого не прогнозируется, соответственно, здесь либо боковичок, либо движение на 73,3. Так, друзья, далее евро-рубль. Но смотрите, здесь вот это вот движение в диапазоне 86, 86,7, дневной таймфрейм, оно привело к тому, что евро-рубль закрепился выше 86,8.
Соответственно, сейчас идет движение в боковике 86, 73, 87, 25. Вот. Как только этот боковик будет пробит, отсюда цель движения находится на 88. Так, но здесь, переходя на часовик, вот такие красивые размашистые движения в евро-рубле. Всех высаживают жестоко с утра. Но здесь вопрос будет, не будет сейчас вот это движение консолидационное ввести к пробитию 86.95. Если вот этот уровень мы не пробиваем, то, соответственно, у нас вот эта вся разворотная формация превращается в консолидацию и дальнейший рост по направлению 88. Но после пробоя 87.25. То есть сейчас либо боковик, я думаю, либо движение на 87.25, попытка его пробить. Так, друзья, далее давайте посмотрим акции «Газпром». Ну, смотрите, сейчас вот рынок открылся, соответственно, по «Газпрому» у нас есть уровень 294, 294,3. Если вот этот уровень пробивается, то мы идем по «Газпрому» в район 290. 290 это здесь сейчас на текущий момент бронеплита, и соответственно он будет тогда консолидироваться в районе 290. Если мы вот сейчас с утра 294 не берем, то здесь будет набор позиций и движение с целью опять сходить в район 299-301, вот сюда к этому значению. Пробой вот этого диапазона ведет на тестирование 290-289,5. Переходя на 15-минутный таймфрейм, видим, что сейчас вот должно состояться здесь тестирование 294,3, 294. Ну и соответственно здесь, если сейчас возникает пробой, то мы идем на 290. Если не возникает, то собираемся с мыслями и отскакиваем. Так, друзья, далее Норильский никель. Ну на самом деле здесь пока что идут движения, которые не указывают на то, что произошел разворот. Все попытки разворота, они ломаются. И сейчас, вот на текущий момент, если 15-минутный таймфрейм оставлять, то, соответственно, идет движение, которое весьма вероятно приведет к тесту 23660. Никак у него не хватает драйва для того, чтобы развернуться и отскочить. Я бы сейчас этот инструмент вообще не трогал. Ну и переходя на часовик, да, вот он может с точки зрения часового таймфрейма отскочить от 23770, но опять же у него пока такой устоявшейся динамики на разворот нету. Вот здесь вроде бы намечался разворот и отскок даже на 25 тысяч, но потом здесь что-то пошло не так и его перевели в боковик. Пока здесь динамика движения, она не до конца ясна. Я думаю, его лучше не трогать, посмотреть, что будет ближе ко второй половине дня. Он должен либо показать разворотную формацию убедительную, либо он так и будет болтаться и проседать. Так, друзья, был вопрос по поводу Акрона, дневной таймфрейм. Дело в том, что по Акрону, ну, во-первых, как бы эта бумага такая, она, скажем так, сосредоточена в определенных руках, то есть там у нее фрифлоут, по-моему, и вообще оборот недостаточно, скажем так, для того, чтобы с ней что-то делать, инвестировать и тем более спекулировать. Но опять же, это мое субъективное мнение, для кого-то может быть это нормально. Смотрите, здесь ситуация следующая. Там была мощная сделка инсайдеров, больше 20 миллиардов покупка. Соответственно, весьма вероятно, что движение, вот этот задерг, его повторят. То есть тестирование 7000. Потому что, судя по тем процессам, которые произошли, здесь еще позиции не разгрузили в полном объеме. Но, опять же, вот смотрите, сегодня какой идет мощный откат, это раз. Во-вторых, учитывая специфику этой бумаги, я думаю, лучше в нее не входить. Это мое субъективное мнение. Хотя весьма вероятно, вот она в обозримом будущем покажет тестирование вот этого значения 7000. Так, друзья, далее вопрос был по ММК. Здесь картина очень интересная. Если недельный таймфрейм брать, у нас получается формирование двойной вершины. Но с другой стороны, пока что не наблюдается
действий со стороны западных банков, которые закупили большие пакеты по распродаже. То есть получается, в бумаге сидят и в нее верят. А если дневной таймфрейм переходить, то здесь получается следующая картина. У него есть уровень 68,5. Пока этот уровень не пробивается, а вот эти все откаты, все движения, это проторговочка на хаях. Если 68,5 пробивается, то весьма вероятно бумагу спустят на 61,3, 61 вот сюда к этому значению. Соответственно, критерий того, что она будет проседать, это пробитие 68,5 с моей точки зрения. Если такого пробоя не будет, она проторгуется и будут ее пытаться дальше задирать наверх. Так, друзья, далее по Интерау был вопрос. Недельный таймфрейм. Энергетиков очень сильно отжали, и на этой неделе здесь уже волей-неволей пошел коррекционный отскок по ряду бумаг. Если здесь на дневочку переходить, то вопрос в удержании уровня 4,4. Если здесь возникает проторговка и, соответственно, идет продолжение набора позиций, то в этой ситуации мы увидим дальнейший рост. Если возникает пробой 4,4, то она, соответственно, возвращается вот в этот диапазон 4.22, 4.28. Судя по импульсу, который возник на дневном таймфрейме, весьма вероятно ее поведут на 4,75. Так, друзья, далее вопрос был по фармсинтезу. Ну, сейчас медики, они в моде и в фаворе большой. Соответственно, здесь беру дневной таймфрейм. Вообще у бумаги цель движения на 12. Вопрос только, когда она туда сходит. А на текущий момент, соответственно, вот уровень 6,9, ее к этому уровню постепенно ведут. Ну и критерий того, что вот это движение, оно не приведет к успеху, это коррекционный откат и пробитие 5,85. Пока все факторы указывают на то, что бумагу будут натягивать на эту красную линию. Так, друзья, далее Сбербанк. Но по Сбербанку идет просадка, движение по направлению 307,5. Критерия о том, что произошел разворот и вот это движение, оно не произойдет, его пока нету. То есть на текущий момент здесь шаг за шагом ключевые уровни пробиты, и, соответственно, она сползает, идет на 307,5. Может произойти разворот и, соответственно, удержание в этом диапазоне в районе 325. Но пока никаких оснований для этого не прослеживается, и она продолжает проседать. Так, друзья, далее Росгидро, 4-часовой таймфрейм. Здесь, судя по всему, готовится отсюда продолжение движения наверх. Цель этого движения 84,55. Ну и, соответственно, критерий того, что это движение сломали, оно не произойдет, это пробой 82 копейки. Так, друзья, далее Новотек. Но смотрите, вот 4-часовик ставлю, потому что для каких-то активов 4-часовик подходит больше. Ну и в зависимости от моментов, то есть когда 5-минутка нужна. Сейчас по Новотеку очень интересная ситуация, потому что вот у него 1700, он на 1700 завис. Соответственно, сегодня, если мы 1700 не пробиваем, то он здесь собирается с духом и отскакивает на 1760. Если здесь сейчас возникает пробой, то, соответственно, у него цикл движения следующий, это в районе 1640. Так, друзья, далее ВТБ, ну смотрите, здесь активно идет игра вокруг диапазона 5 копеек, 5,1 копейка. Его особо сильно вниз не выпускают, маринуют в районе вот этого уровня 5,1. Вот, соответственно, здесь четко обозначился уровень. Нижний уровень это 5 копеек, 4,95, который, если пробивается, то ВТБ уходит вот сюда вот на 4,85. Если здесь пробоя нету, то вот это все накопление, оно ведет к выходу на 5,25 и потом 5,5. То есть он сейчас консолидируется, собирается с силами, и особо ему проседать, падать не дают. Ну, а это свидетельствует о том, что, скорее всего, будет выход наверх. Так, друзья, Яндекс 4-часовик. Ну, смотрите, вот такое вот открытие было вниз. Но что-то вот как-то мне не верится, что дальнейшее движение вниз разовьется.
сегодня. Соответственно, здесь вот у нас уровень есть, новый уровень 5080. Если он пробивается туда, Яндекс тогда выпускают на 4975, 4900, вот сюда, в этот диапазон. Если здесь пробоя нет, то все вот эти вот фрикции, они ведут к накоплению позиций и дальнейшему выходу на 5250, 5230. Так, друзья, далее Хантер, новая звезда хай-текного небосклона Российской Федерации. Но смотрите, здесь на самом деле, мне кажется, вот сейчас его трогать опасно. Ну, там и обороты, скажем так, они не айс 60-80 миллионов, но тем не менее бумага ходит просто загляденье. В ней есть все. И размашистые движения, и инновационные технологии. Вот, поэтому она, конечно, пристальный интерес у меня вызывает. Ну, смотрите, здесь, мне кажется, надо вот такие моменты в ней ловить. Когда она уходит на 3700, а в идеале даже на 3600. И здесь ее покупать и потом продавать в районе 3850, ну 3900. Сейчас как бы ее лучше не трогать, лучше подождать, пока она такую соплю нарисует, либо уйдет наверх. И скорее всего где-то с этого значения ее будут разворачивать и опять вот сюда вот на 3700, 3600 отправлять. Так, друзья, ну что тут еще дальше? Мечел. По Мечелу будет продолжаться игра. Как она будет продолжаться и какие уровни движения. В телеграм-канале я разбор по нему публиковал, можете посмотреть. НМТП. Так, НМТП. Вот здесь, конечно, интересная картина, месячный таймфрейм. Но мы с вами видим, что происходит со стоимостью фрахта. Он там в 10 раз вырос. Соответственно, здесь для портовых бумаг, для них очень хорошие преференции во всех этих историях. Так, друзья, ну вот по недельному графику у нас четко цель движения это 11. Соответственно, с такими волшебствами в Baltic Dry весьма вероятно сюда его так или иначе вытянут и сюда он сходит. Ну и соответственно критерий того, что эта идея не удастся, это коррекционные откаты пробития 6,9. Но пока все факторы свидетельствуют о том, что движение наверх, ну как минимум на 9,2 и возможно на 11 оно продолжится. Морской фрахт помогает. Так, друзья, ну в общем-то это все. Спасибо за внимание, успешных торгов.